Знаете, у нас иногда есть какое-то изображение, например, просто изображение какого-то товара, который мы сделали вот так вот. То есть просто взяли, сфотографировали, и нам необходимо с этим это изображение как бы проработать, убрать весь этот лишний фоновый шум, убрать этот стол, убрать пространство, которое вокруг, и оставить один лишь этот товар на белом фоне. Заказывать профессиональную фотосъемку, конечно, можно, но есть способ проще. С помощью вот такого вот искусственного интеллекта на сервисе N8N мы можем чистить наши фотографии и генерировать изображение именно этих товаров на белом фоне. Давайте покажу, как это работает. Например, у нас изначально был вот такой вот снимок товара. Что мы сделали? Нам искусственный интеллект все почистил, все убрал и оставил только такую карточку товаров. У нас изначально были вот такие духи, да, которые взяты, скопированы где-то из интернета, и нам искусственный интеллект все это почистил и оставил сами духи. У нас был пылесос, то есть пылесос сфотографированный где-то в комнате, нам искусственный интеллект оставил только сам пылесос, саму модель пылесоса. За все эти действия отвечает вот такой вот процесс в сервисе N8N, который мы сейчас с вами по шагам и создадим. Работает он через Telegram, можно его настроить через что угодно, мне удобнее в Telegram. Здесь преимущество в том, что он также будет отправлять эти фотокарточки непосредственно в Google Drive и как оригиналы, так уже из генерированное изображение. Давайте для наглядности выберем какой-нибудь товар на Яндекс.Маркете. Это ни в коем случае не реклама Яндекс.Маркета, я просто, мне кажется, здесь удобнее всего искать какие-нибудь товары, что-нибудь поинтереснее, для того, чтобы фотка была в полный рост. Давайте вот попробуем поработать с этим изображением. То есть, что я делаю? Я просто беру и делаю фотографию этого изображения, да, вот в таком вот формате. Вот, я сфотографировал это изображение, и мне еще необходимо описание этого изображения, то есть я его просто копирую вот отсюда, копирую описание, перехожу в Telegram и отправляю это изображение. Значит, давайте запущу процесс, нажимаем Test Workflow для того, чтобы пройтись и увидеть, как будет работать этот процесс. Перехожу в Telegram и отправляю это изображение. Так, возвращаюсь, и процесс пошел. То есть сейчас что происходит? Мое изображение было добавлено в Google Drive документы, переработан промпт, отправлено уже исходное изображение в Google Drive документы. Создается изображение на основе моего изображения, конвертируется все это в файл и добавляется также в необходимую мне папку в Google Drive документы и тут же отправляется мне в Telegram. Давайте подождем несколько секунд. Процесс создания изображения завершен, добавился в Google Drive и в Telegram. Сейчас мне придет сообщение с этим изображением. Вот, смотрите. Вот, что получилось. Вот такое вот исходное изображение, которое можно смело уже добавлять на Marketplace. Давайте в этом видео мы с вами как раз создадим по шагам вот такой вот шаблон. Хорошо, давайте приступим. У нас, как всегда, есть два варианта, как мы можем создать этот шаблон. Первый вариант. Вы просто нажимаете три кнопки наверху, нажимаете Import from File и копируете, соответственно, мой шаблон, мой готовый шаблон на ваше рабочее пространство. Здесь просто подгоняете его под себя, под ту задачу, которую вам необходимо, добавляете свой Telegram аккаунт и все. То есть минимум действий, максимум результата, максимум продуктивности. Чтобы скачать этот шаблон, вам необходимо перейти по ссылке под этим видео в первом закрепленном сообщении, либо по ссылке в описании переходите, попадаете в Telegram-бота, и он вам подробно рассказывает, как вы можете скачать и получить этот шаблон, плюс доступ ко всем шаблонам, о которых я рассказываю и показываю в своих видео, посвященных N8N и искусственному интеллекту. Значит, второй вариант. Мы сейчас с вами пошагово будем создавать этот шаблон. Этот шаблон N8N отлично подойдет всем тем, кто работает непосредственно с изображением. То есть вы можете в один буквально просто отправить в Telegram-бота, он вам почистит это изображение, сделает крутую карточку для ваших маркетплейсов, и вы просто выгружаете его на Озон, в Wildberries, Яндекс.Маркет, куда угодно, во все маркетплейсы. Особенно людям, которые, знаете,
занимаются продажами на маркетплейсах, но при этом не хотят иметь в штате сотрудника, который им разрабатывает и работает с этими карточками. Это просто идеальный вариант. Значит, для того, чтобы пошагово создавать этот шаблон, нам необходимо сначала запустить триггер. Триггер будем использовать Telegram. Здесь можно использовать различные варианты триггеров. Можно использовать Telegram, можно использовать чат, который здесь есть. Можно использовать все, что хотите. Я буду показывать на примере Telegram. Выбираю OnMessage. Здесь мне необходимо активировать функцию загрузки и выгрузки файла. То есть я нажимаю Download Image. То есть когда в этот Telegram триггер будет поступать не только текстовое сообщение, а также будет поступать непосредственно и документы, и файлы. И он должен эти изображения в первую очередь скачать. Это главная задача. Плюс мы выбираем того помощника, который будет активирован и работать, соответственно, с этим процессом. Второе. После того, как он получил изображение, необходимо добавить это изображение как исходный вариант изображения в наши Google Drive документы. Почему я использую Google Drive документы? Просто банально, что он будет выгружать этот файл уже непосредственно в Google Drive. Я выбираю Upload файл, то есть выгрузка файла. Здесь уже привязан мой Google Drive аккаунт. Если вы не знаете, как привязать Google Drive аккаунт, посмотрите соответствующий урок. Он есть либо здесь, либо в Telegram-боте. Этот урок подробно есть о том, как привязать свои Google документы, Google Drive аккаунт к N8N. Если говорить кратко, то вы сюда переходите New Credital и вводите сюда сервисный аккаунт и вводите сюда, соответственно, электронную почту и приват-ключ, который вы получаете на сайте Cloud Google. И здесь вам необходимо перейти в консоль, создать сервисный аккаунт и добавить данные этого сервисного аккаунта сюда. То есть выбрать страну, часовой поезд, сервисный аккаунт и приват-ключ. Все. После этого ваша подвязка с Google документами, она будет, соответственно, активирована. То есть через Append Service. Процесс как подключение Google аккаунта, у меня есть подробное видео, обязательно найдите на моем канале, либо спросите у бота, он вам скинет это видео. Хорошо, загрузку файла добавили. Давайте сейчас по шагам будем проходить весь процесс. Нажимаем Test Step, чтобы данные начали передаваться. И здесь мы отправляем, давайте этот же вентилятор отправим, для того, чтобы не искать что-то новое. Прикрепляем фото. И отправляем, соответственно, это же фото. Делаю я это для того, чтобы видеть, как происходит весь процесс. То есть мы установили ноду, и теперь, соответственно, эта нода пришла. Вот данные этого файла пришли в бинарном виде. Дальше, значит, нам необходимо этот файл загрузить в Google документы. Что мы делаем? Мы выбираем, во-первых, свои Google документы, подгружаем со своего аккаунта, вот My Google Drive, и пускай это будет папка N8N. Давайте я открою эту папку. Там есть уже какие-то изображения. Нам необходимо этот файл для того, чтобы он выгружен был, назвать. Мы его можем назвать вот таким вот, например, странным именем, и он, соответственно, будет называться таким странным именем. Но ошибка, когда мы будем здесь писать какие-то статичные названия файлов, он будет постоянно менять те файлы, которые уже загружены в наши Google Drive документы. Поэтому нам необходимо сюда прописать так называемый JSON-код. У меня уже есть этот код, я его просто называю по времени. Да? Вот, например, сегодняшнее время, название самого файла и расширение PNG. То есть добавляю такой небольшой код, и он, соответственно, загружается и будет переименовывать эти файлы с учетом этого времени. Здесь, в принципе, все. То есть мы можем нажать Test Step и посмотреть, как здесь сейчас появится этот файл. Сегодня у нас какое число? 1 мая, и файл от 1 мая, вот он только что был добавлен. Давайте проверим, действительно ли это тот файл, который мы выгрузили только что в Telegram. Так. Да, это тот файл, который мы только что выгрузили в Telegram. Отлично, плюс передались какие-то следующие данные. Значит, смотрите, мы отправили этот файл в Telegram, мы его выгрузили на Google Drive документы. И следующее, нам необходимо еще вытащить тот самый текст, который был вместе с этим файлом. Мы подключаем Edit Files. И здесь прописываем, соответственно, текст, да, либо message, как хотите, можете называть message, например.
И здесь прописываем тот текст, который пришел вместе с этим файлом. Текст он обозначает как captions, то есть как описание, да, к этому файлу. И здесь мы видели описание. То есть вентиляторы такие-то, такие-то создают их эффект в помещении, ускоряют циркуляцию воздуха. Окей, значит, мы получили изображение, получили текст, нажимаем Test Step, и этот текст передался дальше в виде месседжа, в виде сообщения. Отлично. Значит, дальше, следующий этап, нам необходимо подключить сюда AI-агента. AI-агента, который будет разрабатывать промпт для генерации изображения и для того, чтобы убрал лишний фон с этого видео. Значит, какой промпт здесь будет? Здесь будет промпт, во-первых, сообщения. Но давайте впереди укажем, что это description, то есть описание. Дальше нам необходимо System Message прописать, то есть сам промпт, который будет работать над тем, чтобы давать нашему генератору изображений уже непосредственно работу для описания, для генерации, для корректировки этого изображения. Чтобы не терять время, я просто выгружу промпт свой, который у меня готов, который идеально работает над тем, чтобы чистить вот этот вот весь фоновый шум с этим изображением. Хорошо. И здесь подключу ChatGPT модель. Я подключу, давайте ChatGPT версию свежую 4.1 мини, да, она в принципе справится с этой задачей, она быстро справляется с этой задачей. Нажимаю Save и могу протестировать, да, нажимаем тест. Вот. Он мне на выходе дал промпт для того, чтобы я почистил то изображение, которое в него пришло. Следующий этап. Нам необходимо выгрузить это изображение. Почему мы добавляем Google Drive, что на первом шаге, что на втором? Потому что изначально изображение приходит в одном формате. Когда мы его выгружаем в Google Drive, он имеет, я это не скажу вот как правильно, да, по-программистски сказать, потому что я далеко не программист. В общем, он меняет его кодировку, меняет его формат для того, чтобы мы выгружали уже в наш генератор изображений уже понятный ему формат, чтобы он смог с ним работать. Поэтому мы сюда добавляем Google Drive опять и выбираем выгрузку файла. Вот, выгрузку файла. Значит, здесь также подгружаем наш Google Drive. И здесь указываем by ID. И в качестве ID номера мы указываем вот этот вот ID. Вот он. Сюда его копируем. Вот он с Google Drive достанет именно этот файл, а не какой-то другой, для того, чтобы с этим файлом работать. Хорошо. Здесь, в принципе, все. Нажимаем, то есть можем проверить вот это название файла. Нажимаем Test Step. И вот у нас он достал, соответственно, наше изображение. И следующим этапом нам необходимо добавить тот самый элемент, который будет работать над тем, чтобы чистить это изображение. И здесь мы будем использовать инструмент от компании OpenAI, но это не DALL-E, а следующий уровень DALL-E, то есть генератор изображений на примере DALL-E. Единственная сложность, которая может возникнуть с этим элементом, он доступен по тем API, которые у вас есть в личном кабинете в платформе OpenAI. Единственное, вам необходимо будет пройти верификацию. Что значит пройти верификацию? Вам необходимо будет зайти в настройки General своего основного аккаунта и там пройти верификацию. Давайте остановлюсь и расскажу небольшую историю. Смотрите, когда появились DeepSeek либо другие китайские нейросети, говорят, что они обучались именно на работах OpenAI через API ключей и ребята из OpenAI решили верифицировать своих пользователей, которые пользуются API-ключами. Для начала они подключили именно сложные инструменты, то есть инструменты, требующие верификации, такие как генератор изображений, генератор голоса, поиск в интернете. Это все работает только в том случае, если у вас верифицированный аккаунт. Сейчас процесс верификации он сложный, поэтому я попросил свою жену, она прошла верификацию, то есть отправила данные своего, мы создали новый аккаунт, привязали туда новую карту, и она прошла верификацию, отправила туда свой паспорт, и не через 15 минут, как это заявляют ребята из OpenAI, они принимали решение, верифицировать этот аккаунт или нет, то есть дать ему в доступ к API ключам, к API генератору изображения. Они думали об этом в течение 16 или 14 часов, и только после этого
прошли верификацию. Я немножко испугался продавать свой доступ, то есть проходить верификацию через свой основной аккаунт, потому что там такая достаточно большая история, там подвязано большое количество сервисов. Поэтому мы прошли верификацию на свою жену, и оказалось, что даже с российским паспортом все отлично проходит. Переходите через ключевое слово image в поиске и Create Image Edit. И эти параметры нам сейчас необходимо будет добавить для того, чтобы наш API-ключ корректно, грубо говоря, работал. Значит, здесь нас интересует элемент, так, Create Image, и здесь нужно найти вот этот вот элемент авторизация. Значит, для чего он необходим? Для того, чтобы мы здесь создали через HTTP запрос, HTTP request, создали ноду, которая будет генерировать нам изображение. Значит, мы выбираем метод post, URL указываем здесь, вот этот вот URL указываем и прописываем этот URL вот сюда. Метод аутентификации, создаем, выбираем head, создаем, значит, нового пользователя, где прописываем здесь слово авторизация, то есть вот как здесь авторизация. И в качестве пароля мы должны прописать вот такой вот пароль. То есть вот смотрите, видите, я подробно показываю, давайте увеличим. Вот мы берем прям вот это вот копируем без всяких кавычек, то есть мы берем вот этот вот название, и сюда в качестве OpenAI Key мы прописываем свой ключ от OpenAI. Мы вот сюда переходим и прописываем, соответственно, здесь через вот Expedition мы прописываем сюда эту штуку, то есть вставляем, давайте новый аккаунт попробую создать. Создаем новый аккаунт, вот здесь прописываем авторизация без. Здесь переходим в Expeditor и сюда прописываем вот это. Единственное, вот эту штуку мы заменяем на свой ключ от OpenAI. Любой обычный ключ от OpenAI, который мы получаем в платформу openai.com. То есть мы там сюда этот API ключ прописываем, потом нажимаем закрыть, нажимаем сохранить, и этот ключ у вас, соответственно, будет работать. Либо можно создать отдельную ноду, в которой выгрузить, соответственно, этот ключ, и он будет автоматически подгружаться сюда. Там вариантов много. Значит, окей, нажимаем сохранить, у вас сохранятся эти данные, и этот API вы можете использовать в качестве генератора для изображений. Вот как в данном случае выбрал я. Следующее, нам необходимо отправлять что в body, from data. Здесь прописываем, что это бинарный файл. Вот он, бинарный файл. Здесь прописываем название этого бинарного файла, image. И здесь прописываем, соответственно, вот эти вот данные, вот, которые они здесь. Он называется data. Мы сюда эту дату и прописываем. Также нам необходимо прописать prompt from data. Здесь прописываем prompt. И здесь нам еще необходимо указать prompt от AI-агента. Вот он, мы его тянем, прописываем сюда. Плюс нам необходимо выбрать модель, которая будет работать с этим изображением. Мы прописываем сюда модель. И модель ChatGPT Image 1. Вот этот модель ChatGPT Image 1. Мы эту модель будем использовать. Все. Выходим, сохраняем и можем протестировать этот шаг. Test step. И сейчас он будет какое-то длительное время, соответственно, работать над тем, чтобы сгенерировать это изображение. Если мы здесь все прописали верно, то это изображение сгенерируется. Пока он думает и работает над генерацией этого изображения, мы пока построим дальше следующие шаги. Значит, следующим шагом мы выбираем Convert to File. И здесь выбираем Move Bus бинарный to File. То есть нам необходимо привести этот файл в порядок. Значит, следующий параметр. И здесь прописываем Data. Нажимаем ОК. Вот, смотрите, у нас уже генерация изображения завершилась. Давайте посмотрим, что он на выходе сделал. Все ОК. Сейчас нам необходимо его конвертировать в файл.
Нажимаем Test Step. И вот файл готов. Пока давайте смотреть его не будем. Закончим наш процесс. Здесь несколько вариантов, что происходит дальше. Я выбрал, что он будет выгружать все это в Google Drive документы. Также Drive. Также Upload файл. И второй, давайте пока оставим. И второй шаг, он, чтобы отправлял мне в Telegram. Telegram Send Photo Message. То есть не просто сообщение, а именно сообщение с фотографией уже готовой. Значит, здесь нам необходимо будет прописать чат ID, который мы берем в самом начале, чтобы этот же бот нам отправил в этот же чат. Нажимаем ID, фото, которое необходимо отправить. И подключаем вот этот бинарный файл, дата, вот он дата. И остальное оставляем как есть. Окей, Save. И в Google Drive мы еще с вами настроили, то есть загрузку файла. Также мы этот файл переименовываем, как в прошлый раз. Выбираем папку, куда он будет выгружать. И все. Можем нажать Test Step. Протестировать шаг. И сейчас нажмем также здесь Test Step, чтобы он отправил нам уже непосредственно в Telegram. Вот. Опять такое же похожее изображение, соответственно, он уже нам отправил. Плюс он это изображение выгрузил вот сюда, в Google документы, вот это изображение. То есть таким образом мы избавляемся от лишнего шума на нашей фотографии с помощью вот такого вот простого процесса. Я рекомендую вам все же скачать мой шаблон N8N, где есть еще дополнительные ссылки на видеоуроки по тому, например, как подключить Google Drive документы, как проработать непосредственно с Telegram, как подключить Telegram. То есть здесь полностью готовый шаблон, который вы просто адаптируете под себя. Можете не в Google Drive документы загружать, а куда-нибудь, не знаю, там в Notion. Можете делать не через Telegram, а через какой-то другой процесс. То есть это адаптивный шаблон, который вы просто вставляете, загружаете, и он работает. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. С вами был Игорь Зуевич. Обязательно подпишитесь на канал, подпишитесь на Telegram, изучайте N8N, скачивайте наши шаблоны. Пока!